Еще способ избавиться от жидкости в легких. Рецепт с помощью перца не проходит. Жжет очень. Нет сил терпеть. Еще подскажите, почему может отекать лицо, щеки не после сна, а постоянно? Но это однозначно понятно. В случае, если есть легочная недостаточность, то она может формировать еще и сердечную недостаточность. Это все приводит к отечности. Скорее всего, жидкость, которая у вас формируется в легких, является проблемой, скорее всего, сердечной. И у вас формируется сердечная астма. Ваш организм переходит на отключение большого круга кровообращения и переход на малый круг кровообращения, который и в общем-то проявляется в виде вот такого действия, когда у человека отекают руки и ноги. Не стоит этого бояться, все это можно лечить. Каким образом? Вам необходим не пульмонолог, вам необходим кардиолог. Вам необходимо обратиться к кардиологу, провести исследование сердца и посмотреть, нет ли у вас заболеваний, связанных с сердцем. Как можно это убрать, если какие-нибудь советы такие? Ну, какой-то можно было бы дать вам определенную терапию, но дело в том, что я не имею права этого делать, потому что для того, чтобы определить все-таки, чем вы болеете, необходимо предварительное исследование крови и физиологического осмотра, и знать ваш анамнез и так далее. Ну а тем не менее, хотелось бы сказать, что оставить вот так вас просто ни с чем я не имею права тоже. И поэтому мой совет такой. Выполняйте дыхание через кусочек валидола. Подходите к окну, берете кусочек валидола, ложите себе на язык и делаете глубокие вдохи и выдохи. Медленно вдох и медленно выдох, так, чтобы ощущать действие ментола, которое есть в валидоле, чтобы он проникал в легкие. После чего не нужно это делать долго, 5-6 раз глубоких вдохов, после чего можно отдыхать. Валидол при этом глотать не нужно. После того, когда вы сделали вот такое дыхание, приблизительно где-то через 40 минут, необходимо выпить четверть таблетки нитроглицерина. Делайте это 2 раза в день. Также второе. Накладывайте в виде аппликации нежирный творог коровий себе на грудь с левой и с правой стороны и накрывайте марлей. Также можно лежать вот на такой марле или на такой аппликации задней частью спины. Далее. Если это является легочной недостаточностью, я рекомендую использовать мои препараты Туберсол, Демилон по 2 таблетки 3 раза в день. Также выполнять ингаляции с препаратом Популин. 1 чайная ложка на стакан воды. Используйте вот такую смесь для ингаляции через ингаляторную камеру. Очень хорошо использовать дыхание или ингаляции с содой. 1 чайная ложка на стакан воды. Такие ингаляции, желательно горячей воды, такие ингаляции очень хорошо помогают легким убрать жидкость. Также можно взять физраствор, наполнить камеру ингалятора и добавить 10 капель гидрокортизона. Это гормон такой. Он поможет вам очистить легкие, улучшит общее состояние сатурации.